Всем привет, в Summon Rift обновился баннер, и сегодня у нас обзор, а точнее выводы о силе короля Малика. Так как первый сезон Kingdom Pass не получил своего сезонного рифта, да, то Малика решили добавить в обычный разлом призыва, что достаточно щедро со стороны разработчиков. Потому что, как по мне, это самая сильная из всех вышедших сезонных карт. После него по силе, наверное, идет червяк с его неплохим саботажем, массовым отпугиванием и ваншотом. Дальше алтарь и этот слоновий топостраж. Такая интересная тенденция получается, что каждый следующий пас как будто бы карта все слабее и слабее. В какой-то мере это даже хорошо, потому что нужен какой-то баланс, но вот Малик получился имбалансным. Во-первых, начнем с того, что это легендарная карта, то есть на нее вам понадобится 60 свитков. Надеюсь, вы все послушали моего совета из прошлого ВОЗ. Кстати, ссылочка на него будет в описании. И накопили достаточно круток. Я, например, 240 штук накопил. Надеюсь, 9 уровень ему добью, учитывая то, что у меня еще есть 2 легендарных Джокера. Может, мне не понадобятся все эти 4 гаранта, и мне повезет, и мне где-то упадет ранее. Получается, из премиум карты, да, из сезонной карты, он как бы входит в статус ивентовой карты, то есть его можно получить только в баннерах Summon Rift. Потому что по-прежнему новые арены не выходят, пул аренных карт давно не пополнялся со времен Forsaken Valley, так что мы хаваем, что дают. Итак, это у нас ближник, милишник. Что очень интересно, потому что в этой игре не то чтобы сильно как бы милишники вообще ценятся. И, наверное, единственными играбельными милишниками я, опять же, Малик, потому что это имба дикая, и, наверное, Рейлин, которая выходила у нас на релизе Форсекена. Прошу прощения, еще пильщик достаточно хорош, я постоянно о нем забываю, но его ваншот спасает. То есть, как бы Геральт, там, Гроул, Айгон, там, Ингвар, они вроде бы неплохие, но это вот только вот на начале игры. Все остальное, вот это вот, зачем? Зачем этим играть, когда у тебя будет Магнус, там, и Лора, там, вдруг вы выбили Астру или драконов. То есть, милишники, они как бы... им сложно выживать вообще, в принципе, в нынешней фауне КРБ. Но вот Малик как бы своим скиллсетом такой говорит: идите нахер, я живучий, у меня много хп, уже на 7 уровне и 40% физической брони. Также у него среднее время возрождения, то есть у драконов там по 20 секунд заходит, у него меньше. Плюс у него очень большой урон, и он по области, то есть каждая тычка бьет по области. То есть это по сути бафнутая Рейлин. У Рейлин нападение, да, она, во-первых, область с базовой тычки у Малика больше, то есть у нее 50 единиц, у того 80. И то она только в своей стойке как бы начинает быстро бить и по области это все дело делать. И то только на 6 секунд. Это как бы редкая карта. А мы говорим, о легендарной карте пасса. Что еще хочу подметить, Малик уже на 7 уровне как бы раздает жазу. Когда он только вышел, я помню, тогда офигел, как он сильно себя проявляет. Но я ошибался, потому что когда вышел Малик на его релизе, также на арене снизили уровень крипов. То есть, по сути, на фоне сниженного уровня он выглядит достаточно сильным. Но все равно не каждая карта на 7 уровне, не каждая лего на 7 уровне может сопротивляться арене. То есть, если у вас какой-нибудь там 7-й Феникс, да, который вышел, буквально недавно, то вы как бы пососете бибу, а Малик своим набором способностей как бы уже делает див. И так как это не какой-то там сезонный разлом с гарантом 120 круток, да, это обычный, это Summon Rift, напоминаю, то вы можете ему сделать хороший уровень. Поэтому я накопил 240 круток, так как у меня есть возможность сделать ему 9 уровень. И раз он на 7 уже неплохо себя проявляет, то я боюсь представить, что на 9, там, на 10.
Спросите Гриппера, у него там этот Малик 10 уровня, насколько я помню. Дальше нижние пассивки, пехотная атака и фокус призыва. 10% увеличения урона в ближнем бою союзников, по-моему, это работает и на героя. И 7% уменьшения времени восстановления заклинаний призыва. Эту нижнюю пассивку я чисто использую, когда нужно выполнить ежедневный квест на призыв, ну, короче, на 100 самонов, блин, это такой бред, конечно, когда это удалят. Потому что у нас как бы в игре всего 2 заклинания призыва, и как бы... А они оба, ну, такие себе. А вот первая пассивка, она прям решает. Паладинам она мало что даст, потому что они как бы больше про этот... Они больше про танкование. А вот увеличение урона, допустим, ракетчикам, да, варварам, особенно каким-нибудь там этим скаутам, да, это вообще офигенно как зайдет. А учитывая то, что у нас в файлах игры лежит 2 казармы, казарма вампирш и ассасины, которые предполагаемо редкой редкости, и они как бы выйдут на арене Фронтирса. Я, кстати, забыл про алтарь, но у алтаря... Ну, короче, у юнитов алтаря не то чтобы много урона, я больше считаю алтарь как башня саппортская. В общем, нижние пассивки намекают на то, что в игре потихоньку начнется мета-казарм. То есть, в принципе, и сейчас все казармы в игре, скажем так, уравнены между собой. Я уже об этом рассказывал в прошлом выпуске «Выводы о стиле». То есть в своей стезе как бы каждая из казарм хороша. И нас еще ждет 2 казармы и, возможно, еще какие-то заклинания призыва, раз у нас есть вот такая вот нижняя пассивка. И мне самому интересно посмотреть на эту мету казарм на арене Фронтирса, насколько они там будут дифать, насколько там будет хорош Малик. Отключение. То есть массовый дефшред Малика на все виды его способностей, в том числе и на базовые атаки. И это, наверное, одна из самых сильных способностей этого персонажа, и, возможно, даже в принципе в игре. То есть представьте, вы как бы с собой носите саботаж. То есть это у вас способность по КД на персонажа, и при этом она постоянно обновляется. А учитывая существование в этой игре такой арены, как Forsaken, то это прям незаменимая способность. Причем она разрушает не только физическую броню, но и магическую. Да, конечно, это на 5 секунд, но Малик, блин, я напоминаю, Малик с базовой атаки по площади всем режет защиту. Он запрыгивает в толпу, ударяет по ней, разрушает броню, и если вам этого времени не хватает, да, чтобы внести урон башням, то он продолжает там просто напинывать по области всем этим врагам, и они как бы, ну ничего вам не могут сделать. У них 0% защиты. Дальше землетрясение. Чем мне еще нравится Малик, так это тем, что он, во-первых, играбельный милишник, да, я об этом уже заикался, и то, что он мобильный. То есть они у меня вместе с Асрой делят как бы место лучшего геймплейного персонажа. Потому что вот эти вот прыжки Малик как бы в какой-то мере доставляют удовольствие. Ты как бы им красиво отыгрываешь и посылаешь его в те места, где он нужен. Область действия землетрясения как бы точно такая же, как и у базовой атаки. Перезарядка 11 секунд. То есть, причем это как у Асры работает. Помните, я рассказывал то, что у Асры, чтобы отыгрывать яд красиво, да, ее постепенный яд, который как бы по сути является инстакиллом, ваншотом, ему можно отыгрывать, потому что под Асрой загорается такая зеленая аура, которая как бы показывает: вот, перезарядился яд, иди его слей. Тут примерно такая же ситуация. Раньше, я помню, тоже у него была аура, но ее решили поменять. И достаточно красиво это сделали. Если присмотреться, то когда перезаряжается землетрясение, молот Малика загорается, и он становится таким ярко-желтым. И благодаря этому вы можете заметить и вовремя использовать стан. То есть у этого персонажа еще и контроль есть. Раскованная молния, перезарядка 16 секунд. Я удивлен, то, что как бы, ну как-то не 20 секунд, блин, 16 тоже неплохая перезарядка. Малик выбирает как бы самую жирную, да, самую живучую цель на карте.
и отнимает 28% от его максимального хп. И это сильно, потому что, во-первых, на эту молнию также распространяется отключение. Это также помогает быстро избавиться от жирных врагов. Далее его саботаж. Вот он уже перезаряжается аж 30 секунд, что достаточно много. Я тоже против Малика не раз играл, и как будто бы он не так сильно вам мешает, но если у вас, допустим, в колоде есть арбалетчики, да, это же, по-моему, Silence, да, призывает мощный удар молнии, оглушая некоторые башни противника, отключая их способности, да, то есть он накладывает на башни Silence. То есть, допустим, на протяжении 11 секунд форт арбалетчиков не может использовать заградительный огонь. Вот если ты в такую ситуацию попадаешь, то это уже как бы дифает. Вот представь, ты, допустим, Маликом отключил заградительный огонь по боссу, и как бы он там дальше проходит себе, все нормально, да? А ты тем временем наносишь урон по боссу. Также скажу то, что Малик заходит практически в любую колоду, потому что он очень универсальный, очень сильный, и отключение брони как бы, ну... Привет, просто и магам это хорошо, и физическим, там, башням лучников, например, которая тоже сейчас, их мета идет с тем же, ну, типа, с королевскими там лучниками, да, с сумеречным этим длиннолуком, с слоном, с арбалетами, естественно. То есть он, по сути-то, играет со всеми. Кстати, забыл в начале видоса рассказать, если что, у меня появился клан Царство Вези. В одноименном ТГ-канале можно найти пароль, или же это, на моем сервере в Дискорде, ссылочки есть в закрепленном комментарии. Ты посмотри, какой важный, и тоже с Маликом. Малик против Малика, что ли? И, кстати, только сейчас понял то, что это аватарка Малика из этого, из 6-й части. Она ведь вышла до того, как представили этого Малика, да ведь? Охренеть. Давай вот это. И сразу же червя ставим вообще моментально. Уф, видал? Оглушил. Сразу вот так вот быстренького. Надо, короче, деньги сейчас сразу копить и поставить этих... нифига, он портнул двойной этот. И поставить казарму, чтобы они не проходили. Только что он вот там вот возится? Смотри, вы видели, да? У него загорелся молот, и я подлетел и снова оглушил. Сразу же. Ставим ему феечек, да, чуть-чуть. Я только все еще не понимаю, почему у Малика вот эта вот фраза про молот у него зачем-то ускорена. Вот это вот. Оглушил, броню снял. Вот видите, там был значок разрушения брони. Только как-то он странно играет. Ну ладно. Даже не знаю. Давай больше крипов. И молнию свою использовал. То есть он еще может и с жирными врагами хорошо разбираться. У него ДПС хороший. На 9 уровне вообще тут все будет разрубать. Вот эта вот, кстати, штука, вот этот вот бустер, я его недооценивал на самом деле. Он, насколько я знаю, на КРБ деке вообще там чуть ли не в низших тирах стоит. Но его не стоит недооценивать. Меня как раз таки этим бустером переиграли на Кубке Линии. Кубок Линии — это, если что, сейчас у меты проходит турнир по КРБ. И как раз таки благодаря этому бустеру я всрал, потому что мало того, что он сильно замедляет передвижение вашего героя, ну, если он не телепортируется или не прыгает, как Малик, да? Блин, я его потерял. Это плохо. Ну ладно, он, в принципе, я думаю, скоро возродится. И вот в эту толпу как возьмет, да как запрыгнет.
Надо ее застанить, да? Молот загорелся, прыгаем. И просто всех уничтожаем. На чем я остановился? Мало того, то, что ты замедляешься, да, очень сильно, там прям хороший процент замедления, то еще и скорость атаки твоя режется. Я этого даже не знал. А милишнику это прям будет больно. Смотрите, просто толпа. Идет толпа, и я просто ее разрубаю. Смотрите, Маликом еще нужно отыгрывать. Посмотрите, вот где его Малик стоит, а где мой. Я вот этот, как бы... Они еще из портала не успели выйти, а я их там уже всех своим молотом нагнул. Сейчас они подойдут, и мы еще санстрайк этот... Давай. Блин, червь еще очень сильный. Я поражен то, что страх и отвращение задевают очень много крипов. Типа даже там не 3 штуки, как у Берисада, блин, а там целую толпу он задевает. Да, кстати, бронебойщик здесь вкачать. И с одной стороны, зачем мне бронебойщик, если я всех големов вот прямо в в самом начале убираю их. А еще, кстати, фишкой пользуйтесь. Малик своей ударной волной при ударе и также при приземлении ударяет по летающим врагам и наносит неплохой урон. Вы можете этим пользоваться, когда где-то у вас там летающий случайно проходит, вдруг вам хватит урона его добить, да? Ну и плюс снимет броню, кстати, еще. То есть против каких-нибудь летающих големов тоже неплохо. А, я вкачал. Так, это надо уже кушать потихоньку, да? Только вот он Анубиса не ест, он наносит ему хороший урон. Сейчас он его пойдет, короче, и потанчит, да? А мы возьмем его, короче, и будем огнем херачить. Так, это пусть там это... О, видали как? Сколько денег сразу появилось. Так, только у меня Малик умирает. И он умер, к сожалению. Надо и тут качать червя. Это моя ошибка. Надо было... Я что-то червя еще... Я еще этот... Я схавал там вообще маленькую толпу, а надо было эту. Кощей. Причем его выбили, наверное, на недавнем реране. Всего 7 уровень. Даже не стал добивать. Но очень странно, почему у него каждая карта 10 уровня как-то очень уж перфекционично все выглядит. Омега. Такой мой ник как будто бы попадался уже. Ну, это и доказывает тот факт, что как бы КРБ не очень-то и популярная игра. О, торговец смертью. Это очень хороший бустер на самом деле. Он решил играть через этих, да? Надо тогда сразу казарму поставить, а то меня нервируют вот эти вот. Они достаточно мощные. И... много кушают, хотел сказать. Так, мы тут, наверное, будем, смотрите, ставить магов, да? Потому что... ну, у нас, конечно, есть бронебойщик на этих, на лучников. Но вот тут вот, наверное, стоит поставить мага. У меня как раз таки я его недавно прокачал. Вот, смотрите, вот о чем я и говорил. Да, вот так вот залетаешь, и он его ударной волной задевает. Хотя я так-то должен был лучше сейчас это... Или вот, допустим, вот он сейчас бьет и задевает эту виверну. А у него как раз таки магическая, наоборот, этот, да? Нужно, короче, комбинировать тогда. Давай возьмем летающих магических големов, потому что у него аж целых 3 некроманта. Что-то он меня прям решил засрать, да засаботажить. Интересно, чем он будет убивать босса, потому что у него как бы есть Кощей. Это как бы, ну, уже в какой-то мере заменяет... артележку, да?
Я, короче, еще, наверное, буду через щиты играть. Я ему прям там все засру. Все, эти нам не страшны. Теперь нужно лучника подкачать против летающих. О, смотрите, он пролетает, а я его взял, короче, и так вот застанем. Только, правда, у меня сейчас все умерли. И это не очень хорошо. У тебя еще и архимаг, то есть ты прям реально саботажем решил не больно сделать. Умрет, да. Тогда это нужно станить, а то я боюсь, оно пройдет. Также и вот я не люблю это облако, которое как бы 100 лет пропадает, блин. Это прям вообще раздражает меня. Самый противный саботаж, наверное, что есть в этой игре. Феечки, кстати, тоже, да? И еще говнюки. Так, он уже одного по максимуму вкачал. Взял жирного, убил молнией. Ага, и вот теперь попробуй их добить. Ага, без... У тебя герой сдох. А, у тебя ультимейт страйка есть. А это ты как пробьешь? А, возродился. Тебе повезло. Ой, блин, на себя-то посмотри, Ромка, да? Ладно. У меня есть мальчики. Лучники. Он тоже смог. Но он, смотрите, и молнию потратил, и ультимейт страйк, чтобы у него чисто этот... Не прошел никто. Что забавно. А у тебя что, стан не откатился, дорогой мой? О, теперь откатился. Время молота. Так, стой. Они жирные, так что мы их снова пойдем оглушим, да? Побьем чуть-чуть их. Он там, смотрите, в соло Йети размотал практически. 2 раза по нему молнию ударил. Все, отлично. Пошли, давай от этих избавимся. Золото себя понаберем. Так, надо, во-первых, вот это вот качать. Вот тут, скорее всего, будет маг. И если против нас попадется не Йети, а какой-нибудь углухай, будет неплохо. Хотя, в принципе, там я любого босса, наверное. И чё, как так-то? Ой, я даже доп золота получаю, он там снова не добил этого летающего. Надо, значит, качать. Блин, надо было, наверное, замедление взять, чтобы его Кощей этот... Ему сложно было передвигаться. Но вот эту темку я вкачаю обязательно, потому что тут проход прям такой. А вот уже и бронированные тролли пошли. Это хорошо, то, что у нас маги стоят. О, тролл-зелкер, тролл... Не выговорил, ладно, хрен с ним, Рома, не открывай рот. Ты не умеешь открывать рот. Это уже 5-я волна. А у меня мальчики не качаны. И вот этот вот маг. Вопрос... А, тут есть. О, мы сожрем. Нихера там урона хватило даже, чтобы это... О! Видали, что могу? Так, теперь надо вкачивать тогда этого мага, потому что его вот этот вот залп тоже неплохо дамажит. И дальше в этих, все в разведчиков. Этого я уже, наверное, не успею прокачать. Тебе... А, я, короче, побеждаю. Смотрите, магом. Ну, да, это его проблема, то, что он тут Теслу не поставил, допустим, хотя бы. А я его чисто закидал этими магическими големами и магической броней. Ну, в принципе, если бы я успел докачать разведчиков, то я бы, наверное, и босса бы кильнул. Кстати, срез защиты Малика, наверное, еще и срезает 95% физической брони глухая, когда он щитом прикрыт. Мне кажется, это так и работает. Может, не работает, не знаю. Ну, давайте, напишите кто-нибудь в комментариях. Так, ну а мы тогда переходим к руткам. Ну чё, обновился наконец у нас баннер.
Мали, а чё его так развернули странно? Отзеркалили. Ну чё, Малик? 240. 4 гаранта. Плюс у меня 2 джокера. То есть я ему делаю 9 уровень. Надеюсь, не повезет, и мне не придется тратить на него больше круток. Потому что хотелось бы сохранить. Вообще, мне, в принципе, давно не везло в нынешней гаче. Нахера мне архимаги? Вы же в курсе то, что архимаги пососная башня? Мог бы хотя бы кого-то пополезнее дать. Так, ладно. Вторая десятка. Ну все, реально, все. Рома гач. О, 5 гемчиков. Хотя так-то у меня и так их до хера, в принципе. Ладно, это тоже, да, скип. Ну, это прям гача-гача. Всем гачам гача. Ну, ё-моё, где мой Малик-то? Я просто не хочу все 240 тратить. Я хочу, чтобы мне хоть раз повезло в жизни. Уже 8 гемов. Но это все еще не Малик. Малика за гемы не купи, знаете ли. Они меня, короче, подкупить хотят, да? Чем? Скажите мне, пожалуйста. Ну, тут 100% Малик будет. И за 5 гемы. О, вау, конечно, мне так повезло. Прям ни хрена, кстати, гемами реально просто сыпет. Напишите, кто-нибудь у вас также сыпет гемами или нет? Может, еще Малик? Нет, 2 в десятке не будет. Таси Рома Бибу. Первый гарант просран официально. Мне не везет. О, 2 Алерии! Вот это уже неплохо. Вот это уже, ну, как бы, ну, благодарю. А 2 Асры. И снова Архимаг. Ну, 2 моих любимых дали, в принципе. 2 моих девочек. Они обе хороши. Я прям этот... Я помню ВОЗ о... этой Алерии говорил то, что она как бы, ну... Персонаж послабее, наверное, Асры будет, но я поиграв ей подольше, как бы, да, я поменял свое мнение, и скорее я даже выше все же рейчу Алерию, но Астра как будто бы больше для натиска, вот я вот так вот. Блин. Во, наконец-то! 2 в десятке, найс! Я хорош. Ой, как мне нравится крутить. Так, сколько там у меня еще? А у меня, блин, у меня, наверное, это золото нету, да? Я сейчас так подумал. Ну, 4000 есть. Еще 3 мне нужно карты, да? Угу. А здесь я получаю 2. И плюс 1 Джокер. Ну, то есть, как бы, все пока рассчитано. Но мне на одну повезло. Может, типа, я даже Джокера тратить не буду. Может, мне еще раз повезет, а? Уже побольше золота решила нападать. Хотя, блин, это такие крупицы золота. Я все еще офигеваю, насколько огромная разница в ресурсах между обычным пасом и платиновым. Просто там на одном уровне 50 тысяч золота. Просто, ну на тебе. А у обычного игрока 2500 в начале, все. Ну все, реально. Ну, блин, что это такое вообще? Ну, я считаю, это прям мега жестко, как будто не додали. А мне типа Малик не хочет падать, да? Он такой говорит, я только об этот... Давай еще 2 Малика в десятке, как тебе такая идея? Ну ты же любишь так этот... Мне такие подарки делать, игра. Нихера ты прям Малика тянешь. До самого конца. Я все же все солью, да?
Последняя моя кровная десятка. Знаете, как я с трудом добывал их? 2 Малика, пожалуйста, игра. Где? Малик второй, дай, ну пожалуйста. О, и сейчас второй. Ты не Малик. Понятно, короче. Вот такие вот крутки получились. Достаточно грустненько все вышло. Хотя, с одной стороны, у меня еще целых 2 недели, а билетов у меня 120 штук. В принципе, а сколько нужно... Погоди, сейчас вот вопрос. А мне, наверное, там не хватит, там нужно 8000 золота, да? Да, ему. На следующий-то уровень. Ага. Ну, в принципе, свою миссию я выполнил, да? И сделал ему 9 уровень. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Удачи! Покеда!